Всем привет! Хочу показать свою новинку, это кивок-арбалет, в необычном для него применении, а именно в качестве летнего, бокового кивка. Немного об кивках-арбалет. Обычно они состоят из скобы в виде согнутой рогатки, в ней натянута резинка. Резинка проходит через трубочку с отверстием сбоку, куда вставлен кивок. Трубочка ограничивает движение кивка в другой плоскости, а кивок тут движется вертикально и прямо, по направлению удочки. Рогатка согнута так, что сверху для кивка есть ограничение, чтобы кивок не поднимался выше определенного значения, примерно 70-75 градусов, так как далее физика кивка работает чуть иначе. Чтобы более конкретнее определиться с параметрами моей будущей конструкции, я сделал макетку. Я определил примерную форму скобы, которую буду потом гнуть. Определил, что отвод лески с удочки на боковой кивок надо делать посредине скобы. И придумал конструкцию крепления кивка, которая как бы растянута на двух резинках в стороны, и позволяет кивку наклоняться к себе, при вываживании, и от себя, если нужно разогнуть, или вырвать крючок или мормышку при зацепе. Обычный кивок-арбалет не мог совершать таких движений. Вот примерная форма скобы, которую я буду гнуть из нержавеющей сталистой проволоки. Для этого потребуются плоскогубцы, круглогубцы и немало терпения. Скоба готова, это было непросто. Закреплю нитками и суперклеем колечко на удочке. Оно будет находиться посредине скобы, то есть напротив кивка. Теперь сделаю регулировочные колпачки, чтобы изменять уровень накрутки резины в плечах. Пробую применить для этой цели колпачки с суперклея, которые у меня остаются. Применяю носик клея. Срезаю резьбу, укорачиваю носик. Теперь я со стороны носика могу вставить резину, а с другой стороны завязать узлы и скрепить крайний узел клеем. Определяю положение скобы на удилище, чтобы кивок, упираясь вверху в хлыст, это его ограничение на подъем, не поднимался сильно высоко. Вот окончательный вариант скобы с двумя изменениями. Первое, пришлось отказаться от круглой формы мест под колпачки для регулировки. Они хоть и плотно сидели в этих местах, но при применении тугих резин, пытались прокрутиться. Поэтому я сделал эти места ближе к овальным, под колпачки соответствующей формы от возможного их прокручивания. И второе, пришлось уменьшить ширину скобы до 5 см, для лучшей работы с мягкими резинами. Скобу закрепляю нитками и нитки пропитываю суперклеем. Кивок делаю из углепластика длиной 25 см. В качестве держателя кивка использую части инсулинового шприца. Для крепления использую нитки и клей. Не забывайте, что клей токсичен, и надо, чтобы помещение проветривалось в момент поклейки и высыхания. Делаю колечки из тонкой сталистой проволоки, и закрепляю их на кивке тем же способом. Через крепление кивка продеваю круглую резину диаметром 2,5 мм. Она очень хорошего качества, хотя она пролежала у меня в железном гараже около 10 лет. Такая резина бывает еще диаметром 4,6 мм, под более тяжелые мормышки. Далее продеваю резину через колпачки. Завязываю несколько узлов и крайний узел фиксирую суперклеем. Внутри ставлю перемычку между резинками из проволоки, можно палочку, чтобы резина не прокручивалась внутри. Можно внутрь еще чуть забить шилом кусочек мягкой бумаги и капнуть клея. Срезаю носики на колпачках с двух противоположных сторон, чтобы их форма была ближе к овальной. Теперь колпачки плотно сидят в ложе и никогда не прокрутятся с любой накруткой резины. Пробую на данном кивке мормышку весом 0,6 грамма. Регулирую силу скрутки резины вращением колпачков. Достиг желаемого положения кивка. Могу предложить несколько способов крепления резины на скобу. Можно просто одевать на отвод, он у меня обточен, гладкий и поэтому не травмирует резину.
Второй способ – это который я применил с этим кивком, используя носик от клея. Можно применить не носик, а колпачок от этого клея. Оставляю на колпачке 3 выступа, находящиеся почти в одной плоскости, остальные откусываю, отрезаю, сверлю 2 дырочки, продеваю резину. И вот, нормальный колпачок, который тоже не проворачивается и удобно регулировать. Можно, например, сделать регулятор, используя пуговицу. Или, используя зажим для соединения контактов проводов, вставить туда резину и зажать плоскогубцами. Способов, думаю, очень много. Для пробы сделаю еще кивок, например, из поплавка длиной 15 см. Крепление кивка делаю также от шприца, колечки из тонкой сталистой проволоки. К сожалению, у меня круглой резины диаметром толще нет, поэтому временно применю обычную хозяйственную резинку, она жестче, чем круглая. Кратковременно, думаю, такую можно применять, но ненадолго, она некачественная и изменит свои параметры. Для крепления на резину колпачки ставить не буду, а просто туго перевяжу ниткой и зафиксирую клеем. Подвешиваю мормышку 0,9 грамма. Прямо сейчас сделал мормышку 2 грамма. Подвешиваю цикаду 4,5 грамма. Отпустил накрутку резины, подвесил мормышку 0,6 грамм. Кивки нормально реагируют на изменение положения и сами легко возвращаются в боковое положение. Я в своем арсенале имею и обычные боковые летние кивки. Думаю, что можно будет подумать об возможности установки им подобным и на это удилище, используя установленные скобы. Вот проба на удилище кивка из поплавка длиной 15 см, мормышка 2 грамма, когда мормышка касается спинки дивана, кивок работает на подъем. Вот углепластиковый кивок длиной 25 см, мормышка 0,6 грамма. Кивков разных можно много понаделать, под разные цели и желания, и менять очень быстро и настроить под разные веса мормышек. Тяну снасть на себя, как при вываживании. Удочку оснастил простой катушкой с рычажком отпуска лески. Удочка болонская 5 метров, вес 230 грамм. Вот так в сборе, если с кивком, или можно их снять. Ну и надо длинный колпак сюда сделать, так как углепластик хрупкий, чтобы при перевозке ничего не поломать. Ну вот вроде и все, буду рад, если что-то из этого кому-то пригодится, хоть даже частично. Позже надеюсь показать этот арбалет уже в действии на воде. Всем здоровья, удачи, ни хвоста, ни чешуи. Пока.